Всем привет, это Лев Соколовский. Для своей работы со звуком я использую Cubase, и в Cubase есть такая классная штука, как макросы или макро. И макро — это последовательность команд, объединенных в одну команду. Если вы, например, делаете какие-то действия в Cubase, одни и те же на регулярной основе, то вы можете создать из этих действий макрокоманду и применять сразу макро, а не делать все эти действия последовательно. Таким образом вы сможете сэкономить время. Все макросы, которыми я сам пользуюсь, вы можете добавить себе. Я их выложил на Boosty отдельным файлом, и там также есть инструкция, как их добавить к себе в Cubase. И есть отдельный файлик с описанием каждого макро. На данный момент это все доступно для всех, и со временем это будет доступно только для подписчиков Boosty. И на своем канале я уже выкладывал 3 видео по макросам. В них я рассказываю, что такое макросы, как ими пользоваться, и некоторые макросы, которые я сам использую на регулярной основе в своей работе. Ссылочки на эти видео вы сможете найти в описании. А сегодня я хочу поделиться с вами еще одним макро, который я недавно создал. И этот макро позволяет назначить аудиотреки в соответствующие им группы. Давайте я покажу, как это работает. Итак, у меня открыт темплейт, и мы видим 4 папки: вокал, барабаны, бас и другие инструменты. И в каждой папке есть соответствующая этой папке группа. В папке «Другие инструменты» есть группа «Другие инструменты», в папке «Бас» есть группа «Бас» и так далее. Теперь я закидываю, например, треки в этот проект, раскидываю эти треки по соответствующим папкам, барабаны отправляю в барабаны, бас отправляю в бас и так далее. Следующим шагом идет назначение этих треков в соответствующие группы. Например, откроем папку «Другие инструменты» и что нужно сделать? Это нужно выделить эти треки, нажать Shift-Alt и выбрать группу, в которую их отправить. И также нужно сделать со всеми остальными треками. Но проблема в том, что это занимает какое-то время. И да, в рамках одного проекта это может быть не так долго, но если это умножить на большое количество проектов, то времени это отнимает достаточно. И также это отвлекает, потому что хочется сразу закинуть треки и начать сводить, а тут приходится еще делать какое-то дополнительное действие, и это мешает, отвлекает, не хочется делать это действие. И поэтому я сделал макрос, который автоматически назначает выходы этих треков в соответствующие им группы. Давайте я покажу, как он работает. Я здесь отменю то, что сделал до этого. И заходим в макрос, нажимаем Tracks to Groups. Это макро, который я создал. И теперь что произошло? У нас, вуаля, автоматически эти треки назначились в соответствующие группы. Басовый трек в бас, барабаны назначились в барабаны и так далее. И сейчас я расскажу, как я сделал этот макро. Этот макро состоит из нескольких команд Project Logical Editor. Вот этот макро, и мы видим, что тут выбрано несколько команд. И если макро — это такая вещь, которая помогает объединять несколько команд в одну, так сказать, чтобы они выполнялись последовательно, то Project Logical Editor позволяет создавать новые команды, которые вы, опять же, можете потом использовать в макросах. Я не буду сегодня подробно рассказывать, как работает Project Logical Editor. Это тема отдельного большого видео. Но я сейчас с нуля создам вместе с вами эти команды и создам этот макро. И я думаю, у вас появится понимание, как это работает. Итак, давайте зайдем в Project Logical Editor. Заходим в меню Project Logical Editor, Setup. И первое действие, которое нам нужно сделать, это выбрать папку. Например, папка Other Instruments. Нам нужно, чтобы Cubase ее выбрал автоматически. В Project Logical Editor у нас есть два основных окна. Это верхнее и нижнее. В верхнем окне мы выбираем, с чем мы хотим что-то делать. То есть это какой-то трек или какой-то клип, и какой именно это трек или клип. А в нижнем окне мы выбираем, какое действие мы хотим с этим треком или клипом делать. Давайте нажмем Insert в верхнем окне. Нажмем здесь Container Type и сделаем Equal to Folder Track. То есть мы выбираем трек папки. Теперь нужно сказать, какой трек папки мы выбираем. Трек папки называется Other Instruments, к примеру. Нажимаем Insert, Name, Equal to Other Instruments.
И теперь мы сказали Cubase, с чем мы хотим сделать действие. Теперь какое действие? Действие Select, то есть выбор. Это можно сделать вот здесь, сразу выбрать Select. Давайте проверим, как это работает. Я выберу пока другую папку. Нажимаю Apply, и Cubase автоматически выбрал папку Other Instruments. Давайте сохраним это как отдельный пресет. И теперь следующим действием нам нужно сказать Cubase, что нам нужно выбрать все аудиотреки, которые находятся внутри этой папки. Давайте удалим команды, которые у нас есть. И в 12-й версии Cubase в Project Logical Editor появилась такая штука, как Pre- и Post Commands. То есть команды, выполняемые до той команды, которую мы назначили. И давайте в Pre Commands сделаем ту команду, которую мы только что создали. Находим ее. Теперь она будет выполняться перед тем, что мы сейчас создадим. То есть последовательность такая. У нас сначала выбирается эта папка, а потом треки, которые находятся внутри этой папки. Нажимаем Insert, Media Type пусть соответствует аудио, то есть аудиотрек будет выбран. Далее выбираем параметр Property и выбираем Property is set, Parent Object is selected. Это значит, что выбран, так сказать, родительский объект. Родительский объект для аудиотреков в данном случае это folder трек. То есть процесс такой, вот здесь в pre-командах у нас выбран folder трек, Other Instruments, а дальше выбираем все треки, которые находятся внутри этого folder трека. И я сделаю так, чтобы выбирались именно те треки, которые сейчас направлены в Stereo Out. Я это делаю потому, что у меня, например, есть группа с барабанами, в которой есть аудиотрек Kick Side Chain. То есть, когда я закидываю сюда барабаны, я дублирую клип бочки, обычно вот на этот трек, и таким образом у меня сразу же создается сайдчейн с этого трека. Тут уже сделаны кое-какие посылы. И я не хочу, чтобы этот трек у меня участвовал в этом макросе, потому что он должен быть направлен в никуда, в NoBus. И именно поэтому вот здесь я выбираю все треки, у которых выход назначен Stereo Out. Давайте вернем треки в Stereo Out, как они у нас были, когда мы только их закинули. Здесь выберем Transform, то есть вместо того, чтобы выбирать треки командой Select, он будет делать какую-то трансформацию. А какую трансформацию мы выбираем вот в этом окне. Выбираем Track Operation, Connect Output и выбираем группу Other Instruments. Попробуем применить, нажимаем Play, и треки автоматически назначились в эту группу. Теперь сохраним этот пресет отдельно. Назову его Video Other Instruments to Group. И теперь точно таким же образом мы создаем такие же команды для треков в басовой папке, треков в папке барабаны и треков в папке вокалы. Да, кстати, здесь я выбираю Media Type Audio именно потому, что внутри папки с вокалами у меня есть еще некоторые другие группы. И я хочу, чтобы применение этого пресета происходило только к аудиотрекам, чтобы треки групп оставались нетронутыми. Итак, по такому же принципу создаются команды для треков в других папках. Я этого сейчас уже делать не буду, они у меня уже созданы. И теперь давайте сделаем макро с только что созданными командами. Заходим в меню Edit, Key Commands. Тут в разделе Macros добавляем новый, назовем его Video Tracks to Groups. И добавим команду, которую мы только что создали. Video Other Instruments to Group. Команду с выбором папки нам добавлять сюда не надо, потому что в Project Logical Editor мы ее уже сделали как действие, которое будет выполняться перед этой командой. Поэтому выбираем только вот этот пресет и добавляем его в нужный макро. Также делаем для пресетов с барабанами, басом, вокалом, и у меня еще для бочки такой пресет есть. И вот у нас получился этот макро. Давайте попробуем его применить. И да, сработало. Cubase автоматически назначил треки в соответствующие им группы.
На первый взгляд может показаться, что все это как-то долго и сложно, но я сейчас это делал с объяснениями, а если это просто сесть и сделать, то это довольно быстро. Тем более, что это один раз сделал, один раз настроил, и все, дальше можно просто этим пользоваться. Если у вас есть еще какие-то полезные, интересные макросы для Cubase, пишите о них в комментариях. У меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Команда, состоящая из